Главные новости сегодняшнего дня. Племянник известного стилиста Сергея Зверева погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает сам Сергей Зверев в своем социальном блоге. Племянник Сергея Зверева по имени Андрей находился на СВО 1,5 года. 3 месяца назад он перестал выходить на связь. А вчера стало известно о трагическом событии. Вся семья Сергея Зверева находится в глубоком трауре. Известная актриса Людмила Максакова полностью потеряла зрение на правый глаз. Народной артистке даже не помогла срочная медицинская операция. Медики связывают данное событие с падением Людмилы Максаковой со сцены во время спектакля. Это произошло еще в декабре 2024 года. Людмиле Максаковой была проведена операция по восстановлению хрусталика, однако она не принесла эффективного результата. Дочь известной телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова вновь оказалась в следственном изоляторе города Москвы. Совсем недавно дочь Ларисы Андреевны Гузеевой вышла на свободу из колонии, где отбывала срок за нападение на парикмахера салона красоты. Однако спустя 2 месяца нахождения на свободе она совершила новое преступление. Теперь дочь Ларисы Гузеевой обвиняет в угоне автомобиля. По предварительным данным, дочери Ларисы Гузеевой может грозить до 2 лет лишения свободы. Трагическая новость из мира кинематографа и культуры. Сегодня утром ушел из жизни известный советский и российский актер Виктор Шульц. Артисту было 75 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность. Виктор Шульц был ведущим артистом Рязанского драматического театра. Помимо работы в театре, он снялся в 15 телесериалах, самые известные из которых «Котов», «Воротилы», «Судьбы», «Загадочное завтра». Колоссальные убытки понес бизнес Алины Кабаевой на территории Российской Федерации. По данным прессы, с начала 2025 года известный общественный деятель и спортсменка Алина Кабаева в результате неудачной работы своих предприятий потеряла почти 7 миллиардов рублей. Стоит отметить, что в собственности Алины Кабаевой на территории Российской Федерации находятся 16 заводов, 44 фитнес-центра, сеть ресторанов и ночных клубов по всей России и спортивные школы. Как считают эксперты российской общественности, данный бизнес будет очень сложно восстановить, и Алину Кабаеву в скором времени ждут еще более весомые финансовые убытки. К слову сказать, что еще несколько недель назад комитет Никиты Михалкова и прокуратура Российской Федерации обвинила Алину Кабаеву в присвоении государственных денег более 150 миллионов рублей. Якобы Алина Кабаева взяла безвозмездную ссуду у государства в размере 150 миллионов рублей для открытия спортивных школ и развития российского спорта. Однако со временем выяснилось, что все эти финансовые средства были потрачены не по назначению, в корыстных интересах Алины Кабаевой. Ну а совсем недавно команда Никиты Михалкова провела конфискацию имущества Алины Кабаевой на территории ближнего и дальнего зарубежья. В связи с длительной неуплатой налогов у Алины Кабаевой были конфискованы элитная недвижимость, виллы, особняки в таких странах, как Греция, Испания, Италия, Германия и Франция. Большое несчастье в рядах сотрудников комитета. Сегодня стало известно, что погибла внучка известного артиста и сотрудника организации Василия Ливанова Анна. По данным прессы, внучка Василия Ливанова ушла из жизни в результате несчастного случая, связанного с катанием на электросамокате. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Москве в районе Митино. Мэр города Оренбурга взял отпуск на полгода и отправился в зону спецоперации. Вместе с ним уходит его сын. Мэр города Оренбурга Сергей Салмин принял такое решение неделю назад. Чиновник заявил, что он хочет лично поучаствовать в защите своей родины.
На время отсутствия мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель. Очень приятная новость о сотрудниках комитета. В семьях сотрудников организации известных артистов Марии Порошиной и Андрея Мерзликина произошло пополнение. У Марии Порошиной родился 5-й ребенок, мальчик, назвали Константином. У Андрея Мерзликина также родился сын, назвали Иваном. К сожалению, еще одна печальная новость из мира культуры и кинематографа. Несколько дней назад ушел из жизни дальний родственник Евгения Петросяна, молодой российский артист Арсений Петросян. Арсен Петросян был каскадером, актером и продюсером. Ему было 45 лет. Точная причина смерти пока неизвестна. Широкому зрителю он знаком по одной из главных ролей в телесериале «Сармат». Известный российский артист Ефим Шифрин оказал личную финансовую помощь участникам спецоперации. Ефим Залманович Шифрин лично приехал в зону СВО. Известный артист в последние годы, помимо творческой карьеры, активно занимается спортом, бодибилдингом. Он подарил российским ребятам, участникам СВО, несколько спортивных тренажеров и вручил крупные денежные премии. У известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой были конфискованы и арестованы 4 медицинские клиники в Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве. Это уже не первый случай ареста медицинских клиник Елены Малышевой. На этот раз причина конфискации и ареста – неуплата налогов в течение 4 лет. Большая трагедия произошла в жизни известного артиста и политического деятеля Владимира Зеленского. Несколько дней назад при весьма странных и загадочных обстоятельствах ушла из жизни родная дочь Владимира Зеленского Александра. Чрезвычайное событие произошло в Египте, в городе Хургада. Ну а сегодня на Украине произошли похороны дочери Владимира Зеленского, на которых также произошло чрезвычайное событие. Как считает общественность, это было запланированное нападение на Владимира Зеленского. Кто-то знал о предстоящих похоронах. Однако самому политику удалось избежать негативных последствий. В результате нападения, совершенной группой неизвестных людей, погибли 2 заместителя Владимира Зеленского, а также ранения средней степени получила его супруга. В связи с чрезвычайной ситуацией похороны дочери Владимира Зеленского были перенесены, и точная дата траурного события на данный момент пока неизвестна. Сотруднику комитета и известному общественному деятелю Николаю Цискоридзе стало немного лучше. Его из реанимации перевели в общую палату. Отметим, что несколько дней назад у Николая Максимовича было обнаружено онкологическое заболевание – рак мозга 2-й степени. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.